Женщина с ужасом увидела, как огромный питон душит беременную, совершенно беззащитную кошку. Она бросилась на помощь, но хватка питона оказалась слишком сильной. Женщина зарыдала, понимая, что кошку и ее нерожденных котят уже не спасти, но в этот момент кто-то совершенно неожиданный пришел им на помощь. Джессика всегда любила животных. С детства она мечтала о большом доме, где могла бы приютить множество бездомных питомцев. Но пока эта мечта оставалась недостижимой. Джессика жила в маленькой квартире в тихом районе на окраине города. Ее однокомнатная квартира находилась на втором этаже старого кирпичного дома. Несмотря на ограниченные возможности, она старалась помогать бездомным животным по мере своих сил. Особенно она любила кошек. Джессика была медсестрой в местной больнице и часто работала в ночную смену. Несмотря на усталость после дежурств и бессонных ночей, она всегда находила время для своих подопечных. Каждое утро Джессика выходила во двор с пакетом кошачьего корма. Она раскладывала еду по мискам, расставленным в укромных местах. Миски были разноцветными, Джессика специально купила их в зоомагазине, чтобы двор выглядел веселее и ярче. Вокруг собирались бездомные кошки разных пород и размеров. Джессика знала каждую в лицо и даже дала им имена. Особенно девушка привязалась к маленькой черной кошке. Она назвала ее Роуз. У Роуз были яркие глаза и небольшой шрам на левом ухе. В последнее время Роуз заметно округлилась, она была беременна и ждала рождения котят. Джессика волновалась за будущее потомство. Она прекрасно понимала, что улица – не место для новорожденных котят, но в ее маленькой квартире животным было бы слишком тесно. По соседству с Джессикой жил пожилой мужчина по имени Кевин. Ему было около 70 лет, но выглядел он даже старше своих лет. Седые волосы Кевина всегда были аккуратно причесаны, а одежда выглажена и начищенные ботинки. Кевин раньше был военным летчиком и участвовал во многих операциях. Его квартира была заполнена фотографиями и наградами, напоминавшими о славном прошлом. Он недавно переехал в их район и держался в стороне. Пожилой мужчина почти ни с кем не общался. Единственным его спутником был крупный золотистый ретривер по кличке Чарли. Чарли был не просто собакой, он раньше был служебной собакой в поисково-спасательной службе и участвовал во многих операциях по спасению людей. Джессика пыталась подружиться с новым соседом. Она здоровалась с ним при встрече и пробовала завести разговор. Но Кевин всегда спешил уйти. Было видно, что общение его тяготит. От других соседей Джессика узнала печальную историю Кевина. Оказалось, что совсем недавно он потерял единственного сына Майкла. Молодой человек работал спасателем и погиб при исполнении служебного долга. Это случилось во время сильного лесного пожара, Майкл спасал людей из горящего поселка. Кевин после гибели Майкла забрал к себе домой его пса Чарли, это была его единственная связь с погибшим сыном. Узнав эту историю, Джессика еще больше прониклась сочувствием к угрюмому соседу. Она понимала его горе и одиночество. Но попытки подружиться с ним по-прежнему оставались безуспешными. Однажды утром, как обычно, выйдя покормить кошек, Джессика заметила отсутствие Роуз. Хотя обычно черная кошечка первой прибегала на завтрак. Но сегодня ее нигде не было видно. Джессика забеспокоилась, на таком сроке беременности Роуз не должна была уходить далеко. Раздав корм остальным кошкам, девушка отправилась на поиски Роуз. Она обошла весь двор, заглядывая под кусты и в подвалы. К сожалению, Роуз нигде не было. Джессика начала волноваться. Она позвала кошку по имени, но в ответ слышала только пение птиц и шум проезжающих мимо машин. Тогда девушка расширила круг поисков, выйдя за пределы двора. Недалеко от дома был небольшой пустырь, заросший высокой травой. Колючие сорняки цеплялись за джинсы Джессики, пока она пробиралась через заросли. Через пару минут она вдруг услышала слабое мяуканье. Джессика заспешила на звук. Ее сердце сильно колотилось от волнения. Раздвинув густую траву, она в ужасе стала кричать. Перед ней развернулась страшная картина, огромный питон обвился вокруг маленького тельца Роуз. Змея была не меньше 2 метров в длину, с узорчатой кожей. Она медленно сжимала свои смертоносные кольца.
Несмотря на шок, Джессика догадалась, что питон, напавший на Роуз, оказался сбежавшим питомцем из соседнего дома. Его хозяин был безответственным любителем экзотических животных. От испуга Джессика на мгновение застыла. В голове пронеслась мысль, Роуз уже не спасти. Но затем девушка взяла себя в руки. Нужно было действовать и действовать быстро. Джессика огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь, чем можно было бы отвлечь змею. Но вокруг не было ничего подходящего, только трава и мелкие камешки. В отчаянии Джессика закричала, призывая на помощь. Ее голос эхом разнесся по пустырю, но в ответ была лишь тишина. Девушка попыталась руками рожать плотные кольца змей, сжимающие несчастную кошку, но хватка питона оказалась слишком сильной. Она совершенно отчаялась и громко зарыдала, и в этот момент произошло что-то невероятное. Крики и плач девушки услышал Чарли. Пес как раз вышел с хозяином на утреннюю прогулку. Уши Чарли встали торчком, когда он уловил отчаянные вопли. Пес насторожился и залаял, привлекая внимание хозяина. Кевин удивленно посмотрел на пса. Обычно спокойный и послушный Чарли вел себя очень странно. Он лаял и рвался с поводка в сторону пустыря. Старик нахмурился, что-то явно было не так. Поколебавшись секунду, Кевин решил проверить, в чем дело. Он отпустил поводок, и Чарли моментально сорвался с места. Пес уверенно вел хозяина на звук криков Джессики. Его золотистая шерсть блестела на утреннем солнце. Когда они добрались до места происшествия, Кевин увидел соседку, в панике мечущуюся вокруг огромной змеи. В кольцах питона билось какое-то небольшое животное, видимо, кошка. Глаза Роуз были широко раскрыты от ужаса, но из-за слишком сильной хватки питона она уже не могла кричать и едва дышала. Несмотря на свой возраст, Кевин действовал быстро и решительно. Он огляделся и заметил неподалеку толстую суховатую ветку. Подняв ее, старик бросился к питону. Чарли, почуяв опасность, встал рядом с хозяином. Шерсть на загривке пса встала дыбом. Пес оскалился, угрожающе зарычал на змею и начал атаковать ее своими острыми клыками и когтями. Питон, чувствуя серьезную угрозу, на мгновение ослабил хватку. Этого мгновения хватило Джессике. Она бросилась вперед и ухватила Роуз за задние лапы. Одним рывком девушка вытащила кошку из змеиных колец. Роуз жалобно мяукнула, но не сопротивлялась. Потеряв добычу, питон попытался атаковать Чарли, но пес ловко увернулся от броска. Кевин замахнулся веткой, отгоняя змею. Несколько секунд питон угрожающе покачивался перед ними, но затем медленно уполз в траву. Джессика прижимала к груди дрожащую Роуз. По щекам девушки катились слезы от пережитого ужаса и облегчения. Она с благодарностью посмотрела на Кевина и Чарли, без них она бы не справилась и навсегда потеряла бы любимую кошку. Во время спасения Роуз Джессика получила несколько царапин от колючих растений, но даже не заметила этого в пылу борьбы за жизнь кошки. Кевин, спасая Роуз, вспомнил свои навыки оказания первой помощи, которым его обучили во время службы. После этого случая Кевин и Джессика сблизились. Старик предложил присмотреть за Роуз до рождения котят. Вскоре кошка благополучно родила 5 очаровательных малышей. Джессика и Кевин вместе заботились о кошачьем семействе, а через некоторое время смогли найти котятам новых хозяев. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.